Наконец-то мы выгрузились. Сегодня у нас 2 число. Выгрузили. С 28-го я простоял на выгрузке. Сейчас едем на газовую заправку. Заправимся. У нас уже есть заявочка на Новосибирск. Сейчас все правее. Правее будем держаться. Уйдем на Шефскую улицу и на заправочку по ней до самого конца. Потом с нее сразу выйдем на Екат. И мы уже практически на месте. Ну, поехали. Посмотрим еще, где стоянки. Может быть, где-то стоянки рядом там есть какая-нибудь по Дорсети или по МТСу. Ну, поехали. Буксуем. Гололедик, пустые. Пробуксовываем помаленьку. Видите, какие подъемники карусели стоят. Приходишь выбирать, тебе прокручивают. Ты выбираешь, наверное. Такая парковочка сделана. Лада. Ну, чтобы место, наверное, меньше тратить. А мы продолжаем двигаться по улице Шефская по направлению газовой заправки Метан. Вот через такой лес едем на место загрузочки. Смотрите, какая красота. А мы тут с вами ездили уже, когда у меня был на Барнаул рейс. Только сейчас в другие ворота будем заезжать, грузиться. Ну что, ребят, все, загрузился я. Вообще прям так удачно, фартово. Загрузка завтра. Загрузили сегодня. А наши вон 3 уже стоят. Вот спереди тоже. Мы вместе с ним подъехали, с парнишкой, нас загрузили. А мужики вот стоят. Стоят. Что сегодня 2, 3, 4, 5. 4 дня нам надо ехать как-то. Как-то умудриться 4 дня доехать. За 4 дня нужно доехать. Буксуем. Вроде нормально загрузили. 9 с лишним на ось. А общая 22 тонны показывает общая. Ну вот так помаленечку и поехали. Будем снимать, разговаривать. Приятного просмотра. Рейс только начался. Вообще везде все тишина. Влево посмотришь, народ отдыхает. Ну, у нас тоже можно отдыхать. Но пока колесо не крутится, мы зарплату не получаем. Пока в отпуске был, прям денежки-то прям вылетают. Такой фу. Ну, парни сейчас по WhatsApp прислали на Урале. +2 даже в Карпачагах было. Снег. Каша, короче, на дороге все бежит. Грязно. У нас -6, но поземочка такая вдали. Что-то непонятное как. Богдановича хоть переезд, блин. Неудачно подъехали. Закрыли. А так все проскочили прям на ура. Прям быстренько проехали. Сейчас в конце Богдановича будет газпромовская заправочка. Заправимся. 700 литров плескнем себе. Камышлов проходим.
дороги какой-то тут. Здесь хорошо сделали вообще, вот, считай, практически от Богдановича до Камышлова двухсторонняя. 2 полосы туда, 2 обратно. Нормально так идем. Не чищено, правда, вообще. Ну, ничего. В среднем так 75-82 иду. Подъезжаем к городу Тюмени. Сейчас будет у нас весовой контроль. Впереди камера. И у нас еще есть впереди камера, оказывается. Никто не выскочил, никто не выбежал, значит у нас все в порядке. Через 4 километра поворот направо и объездная Тюмени. Так, друзья, вот подходим мы к развязочке. Сейчас нам на Омск надо идти прямо. А мы поедем на новую заправку. Свернем направо, по бабочке поднимемся и пойдем направо. Ни разу не был на ней. Ну, нужно заехать, как раз заправляться надо заехать, узнать, как и все. Когда мы шли в Екатеринбург, я мимо нее проехал. Заправился на той, которую знаю. 2 заправки газовых в Тюмени, метановых. Вот сюда вот. Вообще капец. В смысле перестроить? А, это ты. Вроде как правильно едем, а сзади автобус идет за нами. Значит, все правильно едем. Поверните направо. Затем поверните налево. А подожди ты, я газом еду заправляться. Во, видишь? Она здесь. В жизни все меняется. Маршрут перестроен. О, нашли. 2 градуса, воротами, блин. Как заезжают-то? Здесь правильно. Вот так вот, чпок. Заправились. Вошло 58 кубов. Сейчас будем ехать так. Если в Тюкалинске народу нету, то мы завернем, заправимся. А если в Тюкалинске у нас будет народ, мы поедем до Омска. В Тюкалинске я ни разу тоже не задувался. Сколько ездил. Ну, сейчас проверим, что там.
как. Сколько раз проезжал, там очень много народу. Через 100 метров поверните направо, а затем поверните направо. Когда мы идем по Ялуторскому тракту, нам здесь маршрут не прокладывают. Не знаю почему. Может быть, знаки стоят. В общем, еду я первый раз. Газовая заправка, видите, надо раскручиваться, возвращаться назад на маршрут туда. Но здесь на 15 километров короче дорога до Омска. Я вот сейчас посмотрел специально. Тот маршрут, если раскрутиться и назад вернуться, и этот на 15 километров короче. Продолжаем двигаться по Ялуторскому тракту. В принципе, нормальный. Двухсторонний. Идет ремонт. Ограничений никаких нет. То есть с Екатеринбурга можно смело, когда идем на Омск, задуваться здесь и уходить по Ялуторскому тракту. Вдоль нашего маршрута идем. Расстояние короче на 15 километров до Омска. Никакого перепробега не будет. Ну вот и все, выходим мы на наш маршрут, который проложен нам фирмой. Мы по этому мосту поднимаемся и спускаемся по нему. Вот сейчас под мостом и на маршруте. Ну что, ребята, хорошая дорога, нормальная. Идет ремонт, но сейчас зимой нет никаких ремонтов. То есть кто идет с Екатеринбурга, заезжает на заправку, на новую в Тюмени, на которой вот я был сегодня. Можно смело потом, не раскручиваясь, уходить по прямой, по Ялуторскому шоссе и без проблем выходишь на наш прежний маршрут, на Омскую трассу. Дядя гаишники наши, ДПСники мигают, стоят. Народ пугают. Колонна вся по тормозам сразу такая бум-бум-бум. Наверное, за обгон. И ребятишек остановили. Торопятся. Карма. Нельзя нарушать. Обгон запрещен, сплошная, это жесткие нарушения. Смотрите, с левой стороны высокие сосны. Без снега, маленькие, все снегом укрыты. Как будто одеяльцем детишек накрыли. Мы продолжаем двигаться в сторону Омска. Через 200 километров Ишим. Где-то там мы остановимся, пообедаем. Покушаем нашего замечательного плова. Заезжали, отдохнули. Стояночка на бугре называется. До Ишима 50 километров. Покушали нашего прекрасного плова и выдвинулись дальше. И скоро Ишим, потом у нас будет Яман, Успех, и так уже нигде останавливаться не будем. Нам ничего не надо. Мы в баньке вчера помылись.
Нормально все, двигаемся. Проехали поселок Аббатское. Дорога вообще сухая. Температура минус 10. Вот что-то меня обогнал коллега. Потом резко сбросил. Сейчас иду 85, начал потихоньку уходить. Да. Просторы у нас в России огромные. И самое прикольное, вот едешь, такое ощущение, что ты находишься где-то вот, когда я начинал свой водительский стаж, 80-е годы, по дороге никого нету. Вот так же мы ездили раньше. Подъезжаем к моей любимой стояночке Яман. С правой стороны она сейчас будет. Ну, сегодня здесь останавливаться не будем. Так как мы вчера в баньке уже были. Машин мало стоит. Мне нравится, как здесь готовят кушать. Баня обалденная у них. Ремонт сделали в 2 банях перед Новым годом хозяева. Хорошие кушать готовят вкусно. Молодцы. Вот, подъезжаем к Крутинке. Стоянка. Здесь с левой стороны 3 семерки, 3 топора называем мы. Вот первые, где красные машины стоят. Здесь очень вкусно тоже готовят. Кафе так и называется. 3 семерки. Но стоянка не по Дорсити. А вот следующая парк Уют. Здесь не очень вкусно готовят, но большая хорошая стоянка. Если хотите покушать, ставите машинку на парк Уют и идете пешочком в 3 семерки. Советую. И порции большие, и очень вкусно готовят. Ну а мы 45 километров до Тюкалинска нам доехать. Поедем дальше. Так, дорогие друзья, мы въехали в населенный пункт Тюкалинск. Смотрю, вроде на заправке вообще никого нету. Ну, правильно, что, все отдыхают. Что-то надавил на газ, он у меня поддернулся незначительно. Так, а тут поворот-то разрешен. Наверное, разворачиваться надо, что ли? Чего, посмотрим. Нет, разрешен, все хорошо. Все отлично. Заворачиваем на метановую заправочку. Первый раз, первый класс. Наверное, нужно подъехать вот с этой стороны. Если тут метан написано. Вот, наверное, угадал. Вот, стоп, приехали. Ну, все, задулся я. Тут 3 колонки. Давление не очень. Сегодня вообще никого нету. Какой очереди. Ну все, теперь следующая газовая заправка на топ-лайне на границе Новосибирской и Омской области. Там тоже очень много колонн. Ну, пока красненький горит, надо выскочить нам. Вот, помигаем поворотиками.
Вот, красота. Ну такая красота не каждый раз. Это просто Новый год. Новогодние рождественские каникулы. Так, в Омске нас ждет Рома. А Дима нас догоняет. Все нормально. Вот такую баньку приехали. Это Рома. Рома, привет. Димаш! Это у нас находится Амич возле Калачинска. Второе кольцо. Хоть с Новосибирска, хоть с Омска. Амич. Амич, ну я сказал Амич. Как буряты плавают. Ну-ка. Пока вы ж на Байкале там все время купаетесь. Да. Все. 7 баллов. 7 баллов тебе.